Инвестиции в пирамиду. В Москве полицейские попытались отправить следственный изолятор бывшего топ-менеджера скандально известной компании QBF Владимира Пахомова. Фигурант уголовного дела о мошенничестве якобы грубо нарушает условия домашнего ареста. По данным оперативников, Пахомов вместо того, чтобы лечить зубы, участвовал в застолье в стоматологической клинике. Репортаж Ксении Климиной. Бывший топ-менеджер инвестиционной компании QBF, 34-летний Владимир Пахомов, прячет лицо от телекамеры. Скромно стоит в углу зала заседаний Мещанского районного суда столицы. Официально он под домашним арестом, но следователь и сотрудник прокуратуры настаивают, чтобы его отправили в СИЗО. Пахомов якобы регулярно нарушал условия меры пресечения, а еще оказывал влияние на ключевых свидетелей уголовного дела. Заседание затянулось на несколько дней. Владимир, пару слов скажете? Считаете себя виноватым? С прессой Пахомов общаться не захотела, ведь вопросов к нему накопилось много, особенно у обманутых инвесторов. Каждый раз, когда намечается судебное заседание, у здания суда собираются пострадавшие. Все они бывшие клиенты QBF. Компания QBF работала на рынке 10 лет, пока в прошлом году у нее не отобрали лицензию. За это время менеджеры успели собрать с инвесторов больше 3,5 миллиардов рублей. Людям обещали, что их деньги будут крутиться на мировом фондовом рынке, но крутились они, по мнению следствия, только на офшорных счетах. После заключения договоров и внесения гражданами денежных средств злоумышленники в течение нескольких месяцев выплачивали им проценты. В дальнейшем соучастники переставали исполнять взятые на себя обязательства, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению. Обманутых инвесторов, по официальным данным, более 600 человек. На самом деле порядка 2000. В их числе немало богатых и знаменитых людей. Балерина Анастасия Волочкова принесла в QBF 3 миллиона рублей. Ей, можно считать, повезло. Опасаясь громкого скандала, с бывшей примой Большого театра связался владелец компании Роман Шпаков. Когда мне этот Роман Шпаков вернул деньги, он мне стал звонить дальше и говорить о том, что теперь мы просим развернуть ситуацию обратно. То есть, чтобы я стала говорить, что это хорошие, добрые люди, что они готовы со всеми рассчитаться. Поймите, туда вложили деньги не только вот те, у кого они были большие. Туда вкладывали деньги и пенсионеры, и малоимущие. Сам Роман Шпаков успел сбежать за границу. В прошлом году его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Правая рука Шпакова Станислав Матюхин, бывший гендиректор компании QBF и внук экс-председателя Центрального банка России Георгия Матюхина, недавно отправился в СИЗО. За решеткой также находится управляющий директор компании Зелимхан Мунаев, юрист Евгения Россиева и глава Санкт-Петербургского офиса Алексей Голубев. А вот его непосредственному руководителю, директору сети региональных филиалов Владимиру Пахомову, почему-то несказанно везет. Он уже больше года под домашним арестом. Суд в 6-й раз отказывается отправлять бывшего топ-менеджера за решетку. Все его коллеги, скажем так, они находятся под стражей. А именно для этого фигуранта избрана почему-то мера пресечения домашний арест. Мы крайне, как говорится, негодуем, не согласны с данным. Санкт-Петербург, Калининград, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень – все филиалы QBF, по сути, находились под руководством Владимира Пахомова. Он приезжал в регионы, принимал на работу сотрудников, устраивал тренинги. По некоторым данным, Пахомов даже лично проводил инкассацию. Его задержали в ноябре прошлого года возле дома на Рублевке. Только в распоряжении нашей программы оказались кадры обысков в квартире Владимира Пахомова. Во время следственных действий он стоял в наручниках посреди кухни и разминал шею. Судя по этой видеозаписи, фигурант уголовного дела о мошенничестве живет не бедно. В его просторной гардеробной повсюду брендовые вещи, в спальне панорамные окна. В квартире хранились сразу 3 спортивных велосипеда. Видимо, коммерсант любил активно проводить свободное время. Владимир Пахомов отбывает домашний арест в этой многоэтажке на Рублевском шоссе. Стоимость квартир здесь варьируется от 17 до 45 миллионов рублей. Но даже сидя в своей шикарной квартире, Владимир Пахомов якобы регулярно нарушает условия домашнего ареста. По данным следствия, устройство слежения, установленное в квартире, отключалось 9 раз. А в мае этого года бывшему топ-менеджеру внезапно потребовался визит к стоматологу. Ради этого Владимир Пахомов с Рублевского шоссе отправился в Балашиху, в клинику «Березка». В кабинете врача, как уже потом установило следствие, он провел всего 3 минуты. Оставшееся время в компании Андрея Березки. Это исполнительный директор одноименной фирмы и сын владельца сети клиник. Вот фотография, предположительно снятая именно в тот день. Сам Пахомов подтвердил в суде, что попал на застолье. Господин Березка не является моим другом, мы хорошие знакомые, это правда. Когда мы с ним не виделись, он успел жениться. Он знал, что я приеду в клинику, и вот он следствию об этом сообщил, что он по своей инициативе
купил продукты питания и захотел пригласить меня за стол. Клубок махинаций, совершенных топ-менеджерами QBF, запутан крепко. Как считают следователи, сообщники могли отмывать деньги через множество организаций, в том числе в сфере строительства. Результатом мутных схем стали мертвые недострои в Подмосковье. Вот так сейчас выглядит элитный жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья. Это большая заброшенная стройка. Работы здесь, судя по всему, не ведутся уже давно. Хотя застройщик обещал выдать ключи потенциальным собственникам жилья еще в середине прошлого года. Несмотря на то, что Владимир Пахомов – одна из ключевых фигур в этой многомиллиардной афере, он все еще на свободе. Судье потребовалось 2 дня на то, чтобы рассмотреть ходатайство следователя об изменении меры пресечения. В ожидании решения Пахомов скромно сидел в столовой суда в компании адвоката и сотрудников ФСИН. Инспектор, кстати, позже выступил на стороне защиты. На заседании бывший топ-менеджер QBF давил на жалость и заявил, что не имеет средств к существованию. Меру пресечения Владимиру Пахомову так и не изменили. Он отправился отбывать домашний арест на Рублевке на метро. Ксения Климина, Виктор Носов, Максим Кисляков, Дмитрий Шевелев, Максим Девятайкин. Москва, 24.